Доброго всем дня! Сегодня у нас 18 сентября 2023 года. В Харькове продолжаю свой видеодневник. Сегодня у нас прекрасная солнечная погода. Днем будет плюс 24 градуса, а это значит, что лето продолжается. Я бегу с самого утра на почту по работе. Мне надо сделать кое-какую отправку, поэтому можно приобрести, я уже говорила, какие-то вещи, которые вы видите на барахолке. Бывает такое, случается, что мои зрители, когда видят что-то интересное, то просят меня просто пойти что-то приобрести для них и отправить в другую страну, чем я сейчас и займусь. Просто какие-то такие милые сердцу вещицы. Также можете зайти в мой инстаграм-магазин, ссылка есть в описании моего канала, и посмотреть, возможно, вас что-то заинтересует, и тем самым вы поддержите семью из Харькова своей покупкой. Так, мне поступил такой вопрос, комментарий я видела. Смогу ли я, собираюсь ли я возвращаться к своему хобби, которое вы можете видеть на моей аватарке моего канала, там, где я стою с лопатой и металлоискателем на фоне полей. И вот человек спросил, собираюсь ли я возвращаться к своему хобби, которым я занималась определенное время до 2022 года. Вот я хотела бы ответить, мне вчера попалось по какому-то стечению обстоятельств одно видео на ютубе, и я хотела бы сейчас об этом поговорить. Знаете, как раз ответить на этот вопрос. Украина на сегодняшний день самая заминированная страна мира. Так случилось. За эти 1,5 года она заминирована просто на... Я пытаюсь помягче, я пытаюсь подобрать слова, поэтому не обращайте внимания на паузы. На 30% заминировано наше государство на сегодняшний день. Это страшная цифра. Очень много взрывоопасных различных предметов сейчас находятся в земле. Я хочу сказать из собственного опыта, когда я копала в Харькове, в Харьковской области с металлодетектором, то мы очень много находили различных не разорвавшихся снарядов времен Второй мировой, Великой Отечественной войны. Поэтому тогда было очень много. И представьте, прошло 80 лет, мы это находим в земле. Любой поисковик, кто занимается приборным поиском, находил хоть раз, два, но в основном это очень много раз. Мы находили подобные гранаты, снаряды, куски, которые еще не разорвавшиеся. Разорвавшихся было очень много. Знаете, какие основные были находки? Вот то, что мешками выкапывалось. Это гильзы, очень много гильз. А сейчас все усугубилось. В земле останется очень много железа, разорвавшегося, не разорвавшегося. И по самым пессимистичным прогнозам разминировать Украину будут 700 с чем-то лет. По самым оптимистичным прогнозам Украину будут разминировать 30 лет. Вы понимаете, что такое 30 лет? То есть копать невозможно, это опасно. Даже когда полностью все уже... это не получится полностью все, потому что, как вы видите, тогда не было во Вторую мировую Великую Отечественную не было столько заминированной мы, сколько находили этих находок ужасных. И, честно говоря, это на самом деле страшно было еще тогда, потому что когда ты находил, допустим, копаешь, и так со всей силы лопатой стук, а потом ты выкапываешь и думаешь, а если бы оно от этого удара лопаты просто разорвалось, то что бы было? В общем, я не знаю, я так понимаю, что с моим приборным поиском просто покончено. По крайней мере, на нашей территории, на территории Харькова и Харьковской области это сделать будет невозможно. Это страшно, это опасно, нужно будет выезжать куда-то очень-очень-очень далеко, где на 100% не было ничего заминировано. Ну, а по местному, наверное, об этом можно будет забыть.
Я даже не уверена, что через, там, я не знаю, полвека мои внуки, допустим, не найдут какой-то снаряд после этой войны в земле. Это очень грустно, печально. Еще, кстати, в этой передаче, которую я посмотрела, озвучивалась сумма, которая нужна Украине для разминирования тех территорий, которые сейчас 30% территорий, которые находятся заминированы. В общем, эта сумма исчисляется в каких-то, знаете, астрономических числах, которых нет в бюджете и никогда не было. И поэтому я не знаю, где собираются брать эти деньги на это все и что будет. Вот закончится война, как это все будет осуществляться, это разминирование, это на самом деле страшно. Поэтому вот как-то вот так вот мы сейчас и живем. Грустно, грустно. Самое, конечно, главное, чтобы люди перестали гибнуть. Это, естественно, на первом месте стоит. То, чтобы закончились боевые действия. Чтобы перестали гибнуть мирные, чтобы, естественно, и военные вернулись все к своим семьям живыми, целыми, невредимыми. Поэтому я хочу, чтобы все были живы по всей планете, по обе стороны линии фронта. Я никому никогда не желаю зла, как бывает мне желают в комментариях. Ну, это такое, это мы упустим, и на это не будем. Я стараюсь вообще в последнее время на это не обращать внимания, в общем, находить какой-то позитив, хотя это становится очень сложно. Друзья, не забывайте поставить под видео лайк, подписаться на канал, кто еще не подписан. Мне будет приятна ваша подписка. И также проверяйте, кто был подписан, подписаны ли вы еще на меня, потому что бывает разное в нашей жизни, бывает отписывает YouTube. Так, здесь вот такая вот красивая клумбочка, ухоженная вся. Здесь я вчера еще думала сюда приткнуть цветочек, но сюда некуда, здесь все идеально, можно сказать. Это у нас во дворе. Сейчас покажу, как же там мой цветок. Здесь тоже такая клумбочка. Ну, здесь ухаживают во дворе за цветами. Здесь такая ухоженная клумбочка с очень красивыми цветами. Здесь все засажено. Здесь тоже я вчера смотрела. Места совершенно не было. Кстати, кто переживал? Я, естественно, вчера полила цветок. Так что можете не переживать за него. И здесь такая клумбочка ухоженная. У нас очень ухоженный двор. И сейчас посмотрим на нашу. Здесь солнышко на нее будет попадать. Оно когда поворачивается. Забыла, как она называется. Юка. Так что все полито. Все отлично. Свете большое спасибо за то, что такую нам красотку подарила для двора. Я уверена, она приживется. Все будет хорошо. И в следующем году будет цвести. Друзья, вам всем хочу пожелать хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром.